Всегда хотел попробовать аутентичную японскую еду на вкус. Всем привет, меня зовут Максим Дашинмаев. Наконец-то мы доехали до Токио, Япония. Икебана, Коку, Годзилла и Hello Kitty. Среди всех азиатских стран Япония поставила больше всех культурных брендов не только в Азию, но и на всю остальную планету. Сама при этом по-настоящему позаимствовав разве что китайские иероглифы и галстук с пиджаком у белого человека. I'm sorry guys, but can you speak English? No. Клавиатура Эмодзи, японский автопром и бесчисленные суши-хаусы. Вещи, которые окружают каждого из нас. Да и сам я вырос на японских видеоиграх. До сих пор слушаю много японской музыки. И даже моя любимая марка одежды родом из Японии. And what's the worst thing about Japan? People. What's wrong with people? Изолированное положение острова сделало Японию не похожей ни на какую другую страну. Здесь действительно совсем другая планета. Why are you taking video? You didn't ask me. Про Японию и вещи, которые делают ее такой, какая она есть. Наш сегодняшний выпуск. Если сравнивать все страны, в которых я побывал, то Япония безоговорочно самая стильная. Вообще традиционно считается, что корейцы стильные ребята, но могу с уверенностью сказать, что Япония однозначно и безоговорочно впереди. Мода здесь принадлежит всем, а не только молодежи, как это часто бывает в других странах. Прикольно, что в Японии очень жесткие рамки, когда речь заходит об отношениях внутри общества, в то время как рамок на самовыражение через внешний вид нет вообще, что порождает фрик-культуру, косплей-культуру и еще много всяких разных культур, связанных с внешним видом. Кроме того, в Японии нереальное значение имеет мейкап, который тут рассматривается не только как способ выглядеть привлекательнее, но и как выражение вежливости и хороших манер. Так что встретить девчонок без мейкапа в Японии реально сложно. Даже не знаю, в чем тут дело. Возможно, какие-то заморочки со времен гейш. Ну и как везде в Дальневосточной Азии, здесь жесткий, исторически сложившийся культ белой кожи, потому что логика такая, что если ты загорелый, то значит весь день работаешь в поле, а стало быть беден. Интересно, что в современной России, напротив, загорелая кожа считается признаком достатка, ибо человек может себе позволить отдыхать и ничего не делать. Капитал правит миром и интенсивностью загара, что сказать. Даже не знаю, как правильно назвать их на русском, но если переводить дословно, речь идет об удобных магазинах. Культура конвениенс-сторов жестко развита по всей Азии, и рулят тут два бренда – 7-Eleven и Family Mart, который в Корее, правда, последние годы называется Сию. Ну и оба бренда, как и вся культура подобных магазинов, происходят из Японии. Мне кажется, конвениенс-сторы вообще во многом сделали современную Азию такой, какая она есть. Встречаются они через каждые 100 метров и за последние годы почти полностью вытеснили традиционные хозяйственные и продуктовые магазины. По сути, это такой большой домашний холодильник и тумбочка в одном. Здесь можно купить готовую еду и сразу ее съесть, полуготовую еду, приготовить ее и съесть, обычные продукты, алкоголь, косметику, жидкость для линз, колготки, а в Японии даже комиксы и порно-журналы, поскольку и те, и другие являются неотъемлемой частью местной повседневной жизни. Okay guys, what's the best thing about Japan? What's that? Just one word. Food. Delicious food. Food. Okay, what kind of food exactly? Like ramen or what you mean? Soba. Soba. なんだろうな。 Yeah, take your time, man. Yeah, Courtesy. did good. Okay, so what's the best thing about Japan? Oh, we are very polite and very serious. Okay. And, very genius. And I see. Safety Safety, what else? and clean. Best thing. Water. 安全 Number one. Mount Fuji. In your
imagination, what's the best thing about Japan? The culture? Oh, you mean what part of culture? Like the young culture and also new like the culture. old culture as well, like both. I'm sorry, girls. I'm sorry, but are you from Japan? No, not from Japan. No. Where are you from? Japan. Okay, girls, do you like Japan? Oh. Yes. Why? なんで Yep. 食べ物が美味しい。 Помимо того, что японское порно-видео имеет одни из самых сильных позиций в мировом инете и уж точно популярнее любых других национальных сегментов жанра, в самой Японии порноиндустрия представлена гораздо шире, чем просто видосы. Помимо журналов и манги, которые реально продаются на каждом углу, тут очень популярен хентай, типа порнушки, но аниме. Интересный факт, что вся эта околосексуальная культура не является признаком каких-нибудь извращенцев, и отношение к потреблению подобной продукции в японском обществе вполне себе здоровое. Более того, в Японии один из самых низких показателей сексуального насилия в мире. Сдается мне, в России тему с журналами и порнушкой сразу бы прикрыли под предлогом борьбы с безнравственностью или еще какой-нибудь ханжеской приблудой. И да, насколько я мог заметить, большая часть индустрии обслуживает мальчиков, хотя и для девочек существуют разные опции, типа массажа и прочего. Кому интересно, добро пожаловать в инет. Do you like Japan? Yeah, it's okay. Why? I like Japanese food, Yes, what else? but I wish I can leave other country. Where? Nearby beach. But there's a lot of beach in Japan, I guess. Yeah, but it's dirty and smells not good. Really? Yeah. Have you ever been abroad? Yeah. Where? I lived in Australia For how long? for a year. 1 year. For a year. Yeah. So do you like more being here in Japan or being in Australia? In Australia. Why? That's interesting. What's the Yeah. reason of that? Because I was living next to the beach. Yep. So I don't need to spend money to hang out with my friend. Yep. I can just go to the beach and Yep. chill. Yep. But in here, I have to spend so much money on drink, whatever. Yeah. So money problem, and also I wanna relax more. Yep. That's all. По части поп-культуры ни одна другая азиатская страна не дала планете столько, сколько Япония. Да и во всем мире конкурировать с ней в этом отношении могут разве что Штаты и Англия. Годзилла, студия Гибли, Пикачу, Стрит Фишер, да и вообще весь золотой век видеогейминга случился благодаря Японии, не говоря уже про кинематограф и аниме. Если в России все знают и ценят работы Хаяо Миядзаки, то здесь вообще куча всяких разных аниме, про которые я и понятия не имею, а местные прикалываются. Японцы вообще почему только не прикалываются. Здесь офигенно популярен олдскульный видеогейминг, коллекционирование карточек, манго и вообще куча всего, что в России воспринималось бы как задротство. Отчасти это реакция на жесткий стресс, который порождается работой и социальной иерархией, а отчасти проявление реально изолированного менталитета, который отличается не только от европейского, но и от других азиатских стран. Тут я, конечно, должен был сказать про традиционный синтоизм и буддизм, который через Китай добрался сюда аж из далекой Индии. Но настоящая религия современных японцев – это работа.
Да, в Азии вкалывают много везде, но здесь смесь капитализма с его жаждой накопления и стремлением к успеху и японской исполнительности дают реально жесткий результат. Вообще, эта заморочка с работы была впоследствии заимствована Кореей и в меньшей степени на Тайване, которые 100 лет назад были частью Японской империи. В материковом Китае, конечно, тоже любят попахать, но мне кажется, не так суицидально, как здесь. Даже после окончания рабочего дня люди здесь продолжают жить в тех же социальных ролях, что и на работе, потому как культура выпивания с начальством здесь развита как нигде в мире. Конечно, своим экономическим процветанием Япония во многом обязана этому вмешательству на работе. Но и, например, один из самых высоких в мире уровней самоубийств тоже, думаю, берет свое начало отсюда. And what's the worst thing about Japan? What's wrong with people? 調べるしかない。日本人が日本ディスってる。Okay. Okay. Well, I think people get depressed because of so much pressure. It's also stress from the work. Maybe people can be a bit conservative. The worst thing is, conservative. You mean the society? Yeah, I think. Maybe too much plastic, one-time use plastic, single-use plastics. Okay. So where are you from? Mexico and Paraguay. So what you're doing here in Japan? We study here. And what's the worst thing about Japan? Que son tan cerrados. The closed-mindedness. Would you like to live here like forever in Japan? No. I'm from Boston. She's from. From Boston, the US. Yes. And you're from? I'm from China. And the worst thing about Japan, what's that? People are kind of weird. Weird? You mean what kind of weird? I don't know. Like people just like They all have their own style, style. and people. Nobody's judging anyone. But Yeah, it's actually a good thing. Yeah. Пожалуй, главная вещь, которой Россия обязана Японии по части еды, это лапша быстрого приготовления. Правда, попала она в Россию через Корею, а не прямиком из Японии. Вообще здесь в Японии 3 основных вида лапши. Рамен из пшеничной муки с яйцами, удон то же самое, но без яиц, и соба. Это лапша из гречневой муки. Собственно, рамен и послужил основой корейского рамена, который в форме доширака попал в Россию. Роллов Калифорния и Филадельфия, столь популярных в России, я тут ни разу не встречал. Да и вообще роллов не особо видно, зато очень популярны классические суши. Да и вообще в Японии сырая рыба рулит. Еще в Токио, кроме местной кухни и макдака, который присутствует везде, почему-то очень популярные турецкие дёнерные. I'm sorry, girl, but are you from Japan? I'm sorry, guys, what? Are you from Japan? Can't you speak English? I'm sorry, man, but do you speak English? I'm sorry, guys, but are you from Japan? I'm sorry for disturbing you, but are you from Japan? Yes, I am Japanese people. Wow, that's cool. So I know. you was born here and raised here, right? No, I lied. I'm sorry. So where are you from? I'm from California. From California, and you, miss? I'm Japanese. You're Japanese, so do you like Japan? I love Japan. Why? The people are so nice. Yep. And What else? food is so amazing. Okay. Is there any differences between like Japanese people and other Asian people? How do you find that? Ooh, I don't know. That's definitely a Japanese people question. I think it's too different. Well, so what's the difference? Because Chinese people are so rude. Rude. Okay. And what about Korean? Korean is almost the same. Okay. And the last question is: you're living here in Tokyo, right? Yeah. Is there any other country in the world you'd like to live in? Where's that? What country, if you could choose, what country do you want to live in? In Japan? Except Japan. Except Japan. America or England or Mexico or China.
You love China, Dishon. No, China. You're so shy. No, I'm not shy. Okay, maybe you're just kind of embarrassed right now. Or... Because you didn't ask me. Why are you taking video? You didn't ask me. Well, I can explain if you want. You should ask me before taking video. No? Was I kind of rude? I think it's kind of rude. I'm so sorry about that if I made you feel discomfort or... Can I be forgiven? You just take it. Okay. Thank you. Стереотип по части закрытости и гипервежливости японцев, на мой скромный взгляд, никакой не стереотип. Даже интервью на улице здесь брать значительно сложнее, чем в других странах, равно как и просто снимать прохожих на улице. Сами японцы объясняют это тем, что здесь очень дорожат личным пространством. Даже не знаю, в этом дело или в чем-то еще, потому что в Азии вообще не все окей с личным пространством. Однако в других странах люди много проще и открытие. Ну и вежливость тут, правда, иной раз вроде норм, а иной раз граничит с лицемерием и отдает холодом. Вообще, отношение других народов к японцам довольно непростой вопрос, потому как, насколько могу судить я, на бытовом уровне японцев не любят ни в Корее, ни в Китае, да и в других азиатских странах не особо жалуют. Во многом из-за захватнических войн, которые Япония периодически устраивала на материке. Сами японцы тоже, как мне кажется, смотрят на всех несколько свысока. Даже ценники и менюшки здесь исключительно на японском, а знание английского одно из самых плохих, с которым мне доводилось сталкиваться. Может быть, только Россия может в этом с Японией посоревноваться, да и то не факт. Ну и раз уж на то пошло, в Токио одно из самых неудобных метро. Да, еще один прикольный факт про Токио в том, что если разобрать слово по иероглифам, которые в данном случае китайского происхождения, то получится восточная столица. Соответственно, есть еще западная столица Киото. И если пойти еще дальше и поменять иероглиф «Восток» на иероглиф «Север», получится северная столица, но это уже китайский Пекин. И есть еще южная столица, это тоже китайский Нанкин. Вот такая прикольная штука про азиатские столицы. Do you smoke, right? Yeah. Do you like smoking? Yeah. Is it okay for Japanese girls to smoke like in public? I think so. It's all right. Yeah. Okay, that's cool. Yeah. Is there any other country except Japan you'd like to live in? Singapore. United States. I went to Taiwan and it was dirty, but I felt like people there are more enjoying their life. I really want to try to go to Finland. I heard that it's a really happy place. What's so special about Finland? I just saw the ranking, like people live there are really happy. America. Miami, Korea, New Zealand. Do you like America? Yeah. And do you like, for example, like Germany? Sausage? Beer. Beer. Oh, okay. Russia. Russia. I got that. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you. Я люблю путешествовать, вот так, как сейчас. И соль даже не в том, куда едешь, а каким вернешься назад. Почему-то в дороге я чувствую себя живым. А еще в дороге яснее понимаешь, что ничто не случается навсегда. В России бытует стереотип о Японии как о стране будущего. Не такое, что все современное, разве что в запутанном токийском метро показывают номер вагона, в котором едешь, и почти все унитазы с подогревом. Здесь, в Токио, самом населенном городе планеты, я почему-то задумался об одиночестве.
Пожалуй, это то, чем пронизана японская культура. И все эти японские штуковины, от произведений басё до аниме-порнушки, не что иное, как попытка осмыслить и пережить это одиночество. Это одиночество о том, что никто не будет рядом с нами вечно. О том, что мы молоды и красивы, но так будет не всегда. О приближающейся зиме. И о том, что никто не знает, какими мы станем, когда растает снег. О приятных мгновениях, которые ускользают от нас, а потому бесценны. О том, что все меняется, и вещи вокруг нас никогда не будут такими же, какие они есть сегодня. И именно это делает их красивыми. Головастик было, я очнулся, маму пнул ногой и перевернулся. Это я не помню, да это и не важно. Все так делают, а значит это наше. Все становятся, все волнуются, от волнения путаются. Посмотрел сегодня фильм Алехандро Иньярриту. Там примерно то же самое при свете софитов. Все становятся, все волнуются, от волнения путаются. Написал себе на жопе на санскрите Ом мани падме хум, понимайте как хотите. Теперь в качестве иллюстрации, как я понимаю эту надпись сам. Надеюсь, все понятно, а что еще ты скажешь? Молоко и мед, не гречневая каша. Кто-то разлюбил, кто-то влюбляется, кто-то кончил, кто-то притворяется. Кто-то стал продуктом эволюции, кто-то стал продуктом революции. Все становятся, все волнуются, от волнения путаются. Земляничные поля, вот эта тема, привет, Джон Леннон. Что мы только не делали, что только не пробовали, что-то понимали, что-то долго растолковывали. Спаривались сутками и ночи напролет, молчали, сколько говорили, сколько мы всего наобещали. Плакали в истерике, потом безумно танцевали, успокаивались так, что много лет без чувств лежали. Сколько уезжали, сколько снова сюда приходили, сколько нас искали, мы еле живыми уходили. Сколько поездов мы пропустили, только вслед смотрели, сколько себе врали, типа ехать мы и не хотели. Сколько завещаний в 20 лет с тобою написали, я твое читал, мое примерно теми же словами. Сколько отрицали, от чего только не убегали. Самое смешное, когда сами туда попадали. Ведь если над всем этим не смеяться, можно конкретно заиграться. А людям очень часто одиноко. В качестве товарища люди находят Бога. Бог, конечно, может быть и нужен, но танцы танцевать ничуть не хуже. И, пожалуй, вместо послесловия напоследок что-нибудь скажу я. Сколько лет на счастье не угробишь, хочется всегда чего-то большего.